Движение хвостом – это почти исключительно доведение до конца. Оно поддерживает топор, создаваемый телом персонажа, когда он прыгает и движется вперед. У такого персонажа хвост используется для уравновешивания движения. Как объяснялось в предыдущем видео, если я хочу показать, что мой персонаж уравновешен и ловок, я не буду заставлять хвост раскачиваться. Но я бы предпочел сделать это плавным движением. Так что, как обычно, я начинаю с поворота X, потому что это самый влиятельный канал преобразования движения хвоста. Поскольку в хвосте используется прямой кинематический механизм, лучше начать полировать основание хвоста или корень хвоста, а затем продолжить до кончика хвоста. Так что я в основном сглаживал кривую вращения, и у нас получался больший разрыв всякий раз, когда наш персонаж ударялся о землю. Поза защиты происходит на 11 кадре, а вращение хвоста смещено на 1 или 2 кадра. Во время блокировки я также ввел небольшое изменение местоположения хвоста, чтобы поддержать форму и силуэт персонажа. Я просто немного редактирую кривую, чтобы она переходила в основном от одной клавиши к другой. Так что я в основном делаю это, чтобы избежать каких-либо сбоев в анимации. Кривая вращения Z позволяет нам размахивать хвостом слева направо. И это, как правило, тот вид движения, который будет переводить отсутствие равновесия у вашего персонажа. Если вы идете по тонкой линии и пытаетесь сохранить равновесие, вы разведете руки в стороны, чтобы вы могли использовать их в качестве противовеса. И чем больше твое тело будет двигаться слева направо, когда ты двигаешься вперед, тем больше ты будешь переводить это отсутствие равновесия. Когда делаешь очень тонкие движения слева направо, просто чтобы поддержать линию тела. Это поддержит линию действия и реализм нашего персонажа. Позже в этом курсе у нас будет более углубленное обсуждение линий действий. Но ты должен понимать, что этот небольшой наклон привносит какую-то случайность или делает персонажа немного более неровным и делает его таким образом более реалистичным. Не забудь в своем цикле убедиться, что первые и последние ключевые кадры совпадают и что их вектор выровнен с кривой, чтобы получить плавный переход. Теперь мы можем запрыгнуть на второй контроллер. И что я сделаю, так это заново веду корневое движение своему персонажу и рассчитаю проход движения, чтобы посмотреть, как оно пройдет. Я не хочу повторять ошибки, которые я совершил в предыдущем видео, где я слишком поздно проверил движение своего персонажа с помощью корневого движения. И мне пришлось многое исправить. Что касается корня хвоста вокруг ударной рамы, то у нас будет какое-то большое изменение в кривой. И тогда это будет в основном сглаживание формы хвоста, чтобы он следовал потоку тела или движению тела в пространстве. Думай об этом как о шлейфе или как о ленте. Когда корень ленты подбрасывает фигуру в воздух, остальная ее часть следует за ним в том же движении. Тот же поток, та же дуга, тот же путь. Таким образом, ты действительно поддерживаешь движение своего персонажа в пространстве. И это придает больше свободы, больше плавности прыжковым движениям. Такого рода сквозную анимацию довольно легко настроить на такую циклическую анимацию и на такую плавную анимацию. Но это становится немного сложнее, как только вы получаете более быструю анимацию или много больших вариаций в движении. На той же ноте, что и в этом суставе, я перейду к последнему. Так что это все, что у меня есть для этого видео, и увидимся в следующем.